Долгожданный второй выпуск разбора карт в Conquer's Blade уже на твоем экране, и это значит, что ты на канале Лорда Говарда. Сегодня мы разберем не только лайфхаки для атаки целых двух карт, но и спустимся в их недра, изучим сети тоннелей и попробуем понять, как с выгодой можно их использовать. Поехали! Открывает данный выпуск карта, узкие проходы которой способствуют риску расширения вашего прохода ввиду долгих и мучительных потуг. Да, это Регинополь. Хорошая оборона может держать карту без шанса отдать врагу даже метр своих улиц, ввиду чего атаке приходится прибегать к разным тактическим решениям. Но в чем же все-таки дело? Давайте разберемся. Начнем с логистической части. На карте присутствуют верхние и нижние пути, соответственно, две мини-карты для них. На поверхности все здания и парапеты переплетены в узкие закоулки, что ограничивает использование атакующих трибушетов и позволяет защитникам без каких-либо коммуникаций образовывать большой бункер дефа, способный перетягиваться и отбивать несколько фронтов одновременно. И лобовые атаки чаще всего срабатывают только в том случае, если по каким-либо причинам защите не удалось скучковаться или очень большая разница в силе пула отрядов. Но мы с вами будем рассматривать более тепличные условия, так как учесть все нюансы попросту невозможно. На карте 3 круга обороны. Первый круг покрывает точку А и Б и является внешней стеной, которую, кстати, можно продырявить аж в 3 местах. Две правые стены уничтожаются бомбардами, расположенными в правой части карты со стороны атаки. И тут следует уточнить пару моментов, помимо тех, что я проговаривал в блоке гайдов по КБ про боевую логистику и пушки. Кстати, чекни, если еще не видел, очень полезная информация. Бомбарды хорошо дамажат не только стены, но и сквозь стены. У них большой радиус взрыва, не щадящий ни союзников, ни врагов. А если пойти в атаку и не расстрелять все патроны с этих пушек, то какой-нибудь смекалистый ассасин из команды защитников обязательно воспользуется этой аннигиляторной машиной с нужного ракурса. Если вы понимаете, о чем я. А как говорил ранее, один патрон этой малышки способен разнести весь кулак вашей атаки с тыла. Ну и продолжим про стены. Средний проход внешней стены открывается при помощи тарана, так как это ворота. А левая стена разбивается пушками. Кстати, на карте очень много кулеврин и мортир, обязательно используйте их, чтобы сразу уничтожить дефующие орудия противника. Если этого не сделать, то вам снесут пушки раньше, чем вы сможете пробить стену. Между точкой А и Б есть два перешейка, расположив основные силы в которых, защитники могут дефать две стороны одновременно, не подставляясь ни под какой удар. Опорные пункты относительно близко, что даже в случае прорыва может обеспечить быстрое подкрепление той же конницы, так как эти перешейки являются еще и небольшими лонгами по совместительству. Разогнать на них коней, конечно, получится едва ли, поэтому скорее будут наблюдаться отряды по типу Гуаньдао, Цяньцзя или конниц с мечами. Эти две точки берутся несколькими способами, либо кулаком на Б, либо кулаком на плюсе или воротах через А. Через плюс, кстати, у точки А, как по мне, самый удачный сценарий, однако при атаках через плюс помните, что все ярусы выше отлично служат возможностью скинуть вам на голову что-нибудь тяжелое или горящее. Или и то, и другое. Поэтому по возможности старайтесь крутить камерой. Второй оборонительный круг локализуется верхней стеной вокруг точки С. От нее по две стороны расположены плюсы, позволяющие защитникам восполнять отряды поблизости. Все входы со стороны атаки узкие, и из-за малой площади буквально один бункер защитников закрывает все проходы. Частым решением является открытие дополнительного фронта с тыла. И чтобы его открыть, необходимо пробить правую часть верхней стены. Вы, конечно, можете потратить на нее трибушеты или личные пушки, но не спешите. Вот вам прагматичный мув для самого начала игры. Пока ваши союзники дерутся за право выстрелить с бомбарды, воспользуйтесь первыми 4 кулевринами слева от бомбард. Сперва уничтожьте пушки противника, которые могут сломать ваши кулеврины. Правую часть можете не трогать, так как защитники вряд ли будут бегать по этой стене из-за сейсмических волн тех самых мегапушек. Далее сориентируйтесь по
вот этому флагу и снесите стену. Это сильно сэкономит вам время при осаде точки С, если вы до нее дойдете, конечно. Заодно можете разбить и свод главных ворот на С, чтобы открыть возможность закинуть туда трибушет. Но на самом деле всего 1-2 мортиры способны разбить бункер на точке С. Мортиры — это выход в абсолютном большинстве случаев, на всех картах это must-have. Третий оборонительный круг — это крепость палатки. Всего 2 прохода, такая же маленькая площадь между стен, но дев здесь тяжелее всего ввиду того, что это самое лучшее место для прилета трибушетов на этой карте. Палатка легче всего берется кулаком с правой части, так как есть возможность выстроить большую площадь войск и спокойно теснить защитников, расстреливая их отряды трибушетами, а позади есть еще и башня, на которой можно расположить стрелков, обезопасив подход к ним. А стрелков в атаке я осуждаю, вообще-то. Вверх мы разобрали по логистике, теперь давайте спускаться вниз. Здесь да более просто, но в то же время да более сложно. Ход в недра локализован в левой части карты и дает партизанам возможность открыть несколько дополнительных фронтов. Либо войти в спину на плюс у точки А, попутно словив ядро союзной бомбарды в личико, либо выйти в середину перешейка ближе к спине на точке Б, либо вообще подняться в комнату на точке С. Есть еще небольшая дырка с лестницей в центре рва, через которую ваш скрытный проход очень легко отследить, и часто с самого начала игры там уже стоит часовой, чтобы вас пингануть. Я бы вообще не рекомендовал ее к юзу для другой цели, так как это слишком рискованно. Вообще этот тоннель показан к реализации опытными игроками, которые понимают, к чему идет бой в тот или иной момент, способны выждать тайминг и понимают движение войск. Он не предназначен для массовых столкновений, так как команда защиты быстро возьмет инициативу и начнет контратаку с нескольких сторон. А вот вылазками для одного или командой по 2-3 человека с мобильными отрядами можно кое-что проделать. Во-первых, не спешите подводить отряды вперед. Есть сценарии, в которых и защитники могут выйти из данного тоннеля, особенно под шум, к примеру, 2-3 выехавших конниц через ворота или проделанные дыры в стенах. Пехотные отряды таких диверсантов смогут пройтись по траншеям и залутать ваши АФК-отряды, пока их владельцы стреляют с пушек. Во-вторых, не стоит светить себя на первых минутах. Дождитесь, пока внешняя стена будет пробита, подведутся осадные башни, чтобы основная доля ваших союзников начала маячить в проходах. Так, невольно защита начнет мобилизовываться в бункеры. В это время высока вероятность, что вы останетесь незамеченными. Кстати, о осадных башнях. Вообще их реализация на этой карте вещь сомнительная. Левая показана, если вы видите хороший кулак атаки на Б, и 1-2 отрядами можете зайти в виноградник, дабы дать жару в тыл. Правая аналогично при натиске на точку А. Большие столкновения на стенах почти всегда неудачны для атаки. Ну и тут же скажу, что при осаде точки С, раз уж за такие вещи начали, проход с левого плюса показан только в момент прорыва через основные проходы для удара в тыл 1-2 отрядами, так же как и противоположный правый проход. Но скорее всего вы больше нужны будете в кулаке прорыва, чем в тылу противника, откуда вас легко откинуть. Ладно, деда опять понесло, давайте вернемся к тоннелям. Пройдя дырку погреба в потолке, вы можете затаиться на некоторое время и проследить за внешней картой через букву Z. Если вы видите, что союзники пытаются взять плюс через правую часть карты, можете дождаться их натиска и пройти в спину обороняющимся. Только заранее двери героя надамажьте, а то неловко получится. Скорость урона вы можете увидеть на экране, и не забывайте, что ваше оружие видно через текстуры, и это делать нужно прям очень аккуратно, не то вас заметят. Если ваши союзники атакуют точку Б, то аналогично можете вырезать стрелков, часто расположенных возле вашего выхода, или АФК отряда у перешейка. Ну а если союзники отлично справляются и без вас, вы видите, что один за другим вражеские игроки отлетают на КД, то вам дорога на подъем к точке С. Поднявшись по данной ветке, вы окажетесь у точки возрождения противников до захвата А и Б позиций, которые без задней мысли будут вести свои отряды к фронту, а также по правую руку опорный пункт, на котором будут выполняться вражеские стрелки или ожидать своего часа конница. На какой стол сесть, решать вам. Ну, это прям основные приколы на этой карте. В бонус вам добавлю тайминги и места прилетов трибушетов. Трибушет в это место на точку С прилетает за 8 секунд, а на палатку на секунду дольше. Всего трибушетных ударов будет 9. Еще одна карта, которая позволит вам почувствовать себя черепашками ниндзя, это крепость Лянью. И она же Муравейник. Тут, правда, не совсем все так, как на предыдущей, но сначала давайте все-таки
пройдемся поверху. Несмотря на то, что эта карта чуть ли не самая маленькая по площади в КБ, в том числе по количеству игроков, в то же время она является квинтэссенцией факапов и парадоксов. А все дело в том, что все пути на карте очень узкие и не обозреваются атакующими, хотя их тут очень много. Отчего ваша команда долбится всего в 2 узких прохода, сливает войска и стоит 5 минут, ждет луза на респе. Если вы пытаетесь взять точку А через параллельные порожки, мои соболезнования. Ваших 6 отрядов может задефать всего 2 вражеских из-за узкого подъема. В ворота через правый плюс – хорошая попытка, но чаще всего вас спалят уже в начале боя и быстро соорудят бункеры, не дав вам возможности пройти. Можно, конечно, расплитить, но это сложно и чаще всего провально. Если вы решаете увеличить площадь подъема через боковые порожки, может получиться, но только в том случае, если у вас в команде есть камикадзе в лице ваших союзников, которые идут через первый озвученный мной вариант. Но простая истина кроется в другом. Чем дальше от противника вы начинаете атаку на этой карте, тем выигрышнее это будет смотреться. И что я имею в виду? Заняв героями самый левый плюс в начале катки, вы сможете растянуть противника, дав мув вашим рандомам, долбящим в 2 прохода. Или, если взять все организованно, как минимум свести бой в равное противостояние на одной высоте и ширине. Это один из самых лучших вариантов. Такой второй – сломать пушкой в начале катки ядра над левыми воротами и пробить их. Они либо не дефаются и вы спокойно войдете, либо дефаются менее успешно, чем со стороны правого плюса. Отсюда у вас больше мувов. Например, вы сможете повернуть налево и взять плюс уже с отрядами, либо сразу повернуть направо и долбить точку. Этот подъем удачнее любых своих аналогов, и противник, скорее всего, не захочет вас пускать на свою высоту, чем и подставиться под трибушет. Далее, после захвата точки А, советую идти на левый верхний плюс, так как правый может очень хорошо дефаться и на него не прилетает триб, в отличие от левого, а тактическое развертывание от него равно по силе аналогу, так что не байтитесь на лишние потери. Так еще у правого опорника единственный лонг на карте, куда можно пустить коней. И если хоть кто-то в команде защиты их взял, считайте, он остался без отряда. А что насчет тоннелей? Да, они расположены под стеной левого плюса и по сути юзабелен только самый ближний к вам подъем, так как остальные выведут вас прямо в лапы противника. Во всех вариативных выходах подъем осуществляется через длинные лестницы, их всего по 2, а пространство после них очень маленькое, его не хватит даже для минимального построения. Короче, лажа, тоннели эти онли для героев и показаны только в том случае, если у вас прям вообще все плохо. Ну и если вы киберкотлета и знаете, куда смотрит противник в момент, когда вы 30 секунд поднимаете отряд. Конечно, были моменты, когда целые тимы через тоннели рашили, но это нам позволял противник, который не особо интересовался, где 3 минуты была вся наша тима. Шанс такого экспириенса 0,1%. И да, на точку А треп летит 6 секунд, а на палатку 7. Всего снарядов 4 штуки. Ну и на этом все. Ставь лайк, если понравилось лазить по тоннелям, пиши в комменты интересные идеи для следующих роликов, а то у меня уже фантазия заканчивается. Кстати, на моем дискорд-канале вы можете обсудить свежие проекты и влиять на контент вместе со мной. А еще до выхода данного ролика я запускал ивент, дабы выказать благодарность моим подписчикам за актив. Его суть была в том, чтобы угадать, какие 2 карты будут в данном выпуске. Награда за предсказание, уникальная роль на сервере дискорда. Но не спешите думать, что это просто какая-то бесполезная лычка, как титул в КБ. Она еще дает привилегии. Видите ли, пока канал не приносит минимальных поинтов для денежных или внутриигровых розыгрышей, но по мере его развития такие ивенты точно будут проводиться. И так как участие будет предполагать рандомайз на выбывание, роль, которую получили призеры, их ники можете видеть на экране, даст им вторую жизнь, если стрелка укажет на них впервые, что повысит их шанс получить приз в последующих розыгрышах. Стоит упомянуть, что ивенты я провожу исключительно для людей с ролью подписчик и выше в Discord. Как получить данную роль, вы можете найти инструкцию на самом сервере, поэтому подписывайтесь на канал, залетайте в Discord и следите за роликами. С тобой был Лорд Сплинтер. Смотри не глазами, Микеланджело, а сердцем. Ну, ладно.